Знаю, отношение к Фурии очень не очень. Многие будут готовы писать огромную диссертацию о том, почему Фури говно и их нужно сжечь. Ну а кто-то который ничего против не имеет, и все. Но сегодня я собираюсь немного больше рассказать вам о них. Достаточно много за это время появилось игр. Именно в Роблоксе. Ладно, не только в Роблоксе, но в этом видео нас это не интересует. В основном это файтинги, хорошие или не очень. Но за некоторыми из этих творений скрыт больше смысл, чем кажется. Создатель диалогами, атмосферой и мелкими деталями может намекать нам, что до этого происходило нечто. Нечто, из-за чего в здании сейчас царит разруха и хаос. А возможно, здание вообще давным-давно заброшено. И на этом все. Буквально. Может, ты и хотел узнать, какого черта тут творится, и вообще, так называемый лор, но разработчики просто на это забивали. Кто-то может сказать. Это есть же КП, вот этот ламинат. Лаборатории по производству. Бестиарий, лор. В принципе, вы окажетесь правы, но не совсем. В игре особо ничего вы не найдете, максимум только бестиарий, в котором до сих пор нет описания многих гудроксианов. Все остальное вы ищете либо в вики или официальном дискорд-сервере. Но в Википедии в основном факты о игровом процессе. А что в дискорде? Да, есть канал лор, но там не лор, там ебучие фанфики. Да и сами люди, ответственные за это, говорят, что это не канон. Вот не канон! Но вот каноничный лор будет именно в ТФЕ. В смысле не будет? В других подобных режимах все еще более скудно. И вот вопрос, нахер я 2 минуты тут распинаюсь и вообще к чему клоню. В общем, есть одна игра, которая меня очень заинтересовала. Хоть и подобных игр несколько, и изначально я хотела рассказать и о них, но потом понял, что не вывезу. Так что расскажу только о самой интересной, по моему мнению. Вернемся опять к КП. Сколько можно, блядь? Помните анонс замены Гудроксиана в Казуки? Так вот, там был вот этот фиолетовый джентльмен. Не знаю, как там на Западе, но в РФ его крайне не взлюбили. Короче, создателем Спанки является Чомп, Фури художник и, в принципе, все, что нам нужно о нем знать. Он подает заявку на нового Гудроксиана, которую принимают, а потом отменяют. А еще параллельно велись примерно такие разговоры. Так, народ, план очень простой. Мы за основу для игры возьмем наш РП кротовой давности. Немного его только подкорректируем. Короче, суть такова. У вас будет все. Деньги, тёлки, тачки, админки, хуинки, пулинки. Все вы можете забрать. Но это все будет, когда мы игру сделаем. Но да ладно. Вот Чомп присоединяется, разработка идет, все прекрасно, и Чомп уходит. Да-да, не удивляйтесь. Вам-то, вероятно, насрать на это событие, но тем, кто там был, не очень. Скажу лишь, проработав год, Чомп уходит, вместе с этим забираю все свои наработки, что означало, что команде придется на очень многое делать замену. Ну пофиг, бета-игры же вышла, ну все, какие вопросы. И, наконец, насчет самой игры МБД. Вы находитесь в лаборатории, немного заброшенной и засранной, но рабочей. По карте будут распределены самые разные NPC по типу пивозавр, ходячий путеводитель, который поможет разобраться, как тут все устроено, так она еще будет давать халявные талоны на жратву. Продавец говна и Генри. Гена. Гена это Гена, что с него взять? Вероятно, запланированы еще какие-то NPC, но нам о них ничего не известно. Но знайте, что в данный момент в бете нет и половины контента, который был обещан. Есть 2 команды, Люди и Ксена. Выбирайте какую-то и занимайтесь чем угодно. Устраивайте легендарные битвы. Унижайте фурей, издевайтесь над всем, что движется, и можете просто ни хера не делать. Вам никто не запрещает. И, возможно, что-то еще, но я не знаю. Я не разработчик. Ну подожди, но есть же вот это. Не, да, задумка похожа, но МБД все же пошел немного другим путем. Итак, краткий лор МБД. Где-то, хер знает где-то, буквально, существует такая организация под названием Bioxynetics. Bioxynetics. И вот простой народ считает, что это такая хорошая организация, она помогает.
Но на самом деле она занимается Бесчеловечные эксперименты над людьми в области стоматологии. Хотя создание неснимаемых фурсьютов — это не самое худшее, чем они занимаются. Наверное. По идее, они занимаются чем-то еще более страшным. А ксенетики — это просто побочный продукт экспериментов. И как бы то ли им лень списывать, или у них политика безотходного производства, я не знаю. Просто почему бы и нет? Нет, я не имею ничего против ксенов. У них хорошие дизайны, они запоминаются, а некоторые даже пугают. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Но у меня вопрос причины существования этого. Кто ты такой? Я чеченец. Даже разработчики не знают. По итогу суть видео была просто рассказать о существовании такой игры. Все нужные ссылки я оставлю в описании, ну и все. Разработчикам я желаю терпения и всего хорошего, чтобы они закончили игру, а я просто опять пропаду на долгий срок. А может и нет. Но рано или поздно мы еще встретимся. Bird, bird, but bird's a word, well a bird, 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 but bird's a word, well a bird, 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 but bird's a word, well a bird, 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 but bird's a word. Brian, don't you know about the bird? Well, Peter's gonna tell you about the bird, well a bird, bird, but bird's a word, well a bird. Sure.